На канале уже 40 подписчиков. Я считаю это неебически охуенно, объявляю всем благодарность за успехи в учебе и за активное участие в жизнедеятельности канала. Привет, мои поросята, а новичкам добро пожаловать на мой геймерский канал Vadich Aorus Phantom Elite Rockstrix Gaming RGB+. И я сразу хочу себя похвалить, первая лицензионная игра на канале. Да-да. Сейчас у меня на руках творение Дэвида Шатанёфа, бля, как сложно, Хьюга Даллера и Филиппа Морона. Это челики, которые трудились в Ubisoft Montreal и EA Montreal. Поскольку эти крупные издатели не были заинтересованы и не хотели финансировать хоррор-проект, ребятам пришлось открыть свою студию Red Barrels. Спустя 18 месяцев работы без заработной платы был заключен контракт с Canada Media Fund на 1 лям баксов. Так и появился Outlast. По моему мнению, это если не самый лучший хоррор, но точно один из лучших. Я знаю, что есть и другие отличные проекты, но в Dead Space я играл как в шутер, в Fear я играл как в шутер, в Resident Evil я играл как в головоломку, в Alien Isolation я просто играл, в Амнезию я не играл, но в будущем обязательно как-нибудь. Пока я тут запизделся, Майлз Апшер уже подъехал к лечебнице Маунт Мэссив. Это главный герой игры, и он хочет узнать, что за ужасы тут происходят. Потому что ему прислал письмо некий сотрудник Анонимус, якобы деятельность психушки незаконна. Играю я на кошмаре, и мне сразу бросилось в глаза 2 батарейки в арсенале. Надеюсь, дружище, ты используешь Duracell. Быстрой разрядки нам тут вообще не к месту. Путем нехитрых вычислений Майлз находит единственный вход через окно. Обстановочка, конечно, неблагоприятная, но пока еще терпимо. Вообще, психушка Маунт Мэссив была закрыта в 1971 из-за терки с государством по поводу государственной тайны. А что за тайна, нас в курсе не держат. В 2009 году она была снова открыта компанией «Психиатрические исследования Мерков», естественно скрывающуюся под благотворительную организацию, занимающуюся филантропией. Да они там нахуй! Учитывая, что на входе не было охраны и уже в самом начале нас встречает пару тушек, занимались Мерков точно не человеколюбием, особенно если учесть, что это спецназ. Во время прогулочки по коридорам психушки Майлза схватил Крис 24 сантиметра Уокер, скажем так, местное туловище. Знакомьтесь, отец Мартин Арчимборд. На лицо не обращайте внимания, оно тут у всех как будто через мясорубку пускали. Он начинает благословлять Майлза, ну с неба же упал, прямо как опездал. При таком раскладе надо сваливать, и побыстрее. Поскольку обратного пути уже нет, приходится открывать главный выход. Комната охраны, естественно, закрыта, а пропуск находится на трупаке в крайней комнате коридора напротив. Подписчики видео мои смотрят. Приветствую вас на своем геймерском канале Vadich Aorus Phantom Elite Rockstrix. До компьютера в комнате охраны Майлз-то добрался, но отец Мартин, видимо, очень хочет, чтобы его опездал остался, и выключил рубильник в подвале, обесточив весь свет. Крис тоже не остается в стороне, от него нужно спрятаться в шкафчике. Помню, как раньше кричали, типа враги всегда проверяют не тот шкафчик, нереалистично. Я бы посмотрел на пердак этих людей, когда какой-нибудь Крис проверил нужный шкаф раз 10 подряд. Алло, какого перепугу он решил вернуться? Эта смерть не считается. Возможно, вам интересно узнать, почему у Криса такое страшное нечеловеческое лицо. Так вот, он служил в Афганистане и словил на войне психологическую травму. Как итог, его отправили на лечение в клинику Спидлтон. Спустя время клиника была выкуплена корпорацией Мерков. Они ставили опыты на больных, но Крису удалось благополучно закончить лечение. Его личным доктором был Клеймор. Еще бонусом устроили работать охранником. В один прекрасный момент Крис не смог удержаться отрывать головы, поэтому убивал пациентов в больнице. Мерков это все скрывали, но Крис не останавливался и оторвал голову доктору Клеймору, после чего разбил все оборудование, чтобы никто не смог его разоблачить. Агенты Мерков обнаружили погром и сразу направились к Крису домой. Они нашли там его любимую игрушку поросенка. Понятное дело, что Крис разозлился и начал драку. Был дикий экшен, ему прострелили обе щеки насквозь. Но агентам Мерков удалось его упаковать и отвезти в Маунт Мэссив. Там Крис стал подопытным для процедуры морфологического кондиционирования. Это типа когда человеку показывают психоделические видосы на протяжении нескольких часов. От таких процедур у Криса начали выпадать волосы, появились пубертатные прыщики, отросли ногти и прочие прелести. С этих пор он начал беспокоиться о внешности и сам удалил себе нос, губы и лоб. Теперь он может продавать свои услуги по пластической хирургии в Инстаграме. Вот такая охуительная история. Я должен был упомянуть ее, она, как по мне, интересная. Ну что же, теперь спускаемся в подвал.
Включить рубильник оказывается не так просто. Там бродит какой-то хуйлуша с дубиналом, обвести его вокруг пальца довольно просто. Еще надо включить 2 насоса и запустить сам генератор, после чего Майлз отправляется наверх второй раз испытать удачу. Но отец Мартин прям вообще не хочет, чтобы Майлз уходил, и вкалывает ему усыпляющий препарат, сказав, что ты еще, дружище, многого не видел. Очнулся Майлз уже в каком-то карцере, который обрисован надписями «Покойся с миром». Этой херней занимается отец Мартин, рисует всякое говно на стенах, путеводные знаки и прочие надписи из крови. Конкретно эти слова относятся к доктору Вернике. Вернике, буду звать его Веронике, так будет проще всем. Судя по найденным документам, этот чел создал проект Валь Ридер. Еще его называют Wall Rider. Можно еще звать его Дик Райдер. Это скорее всего призрак, которого Майлз видел на камерах. Вот он, поближе вам сделаю. Его же не видно, он же призрак, совсем забыл. Лор это, конечно, интересно, но главная задача сейчас выбраться. Когда увидел цены на комплектующие для ПК. Ля, какие болты на 24, зуб даю больше, чем у Франкенштейна в голове. Чтобы выбраться, нужно пролезть через щелочку в стене. А дальше следовать по кровавым следам к выходу. Если закрывать за собой двери, это задержит ваших преследователей. Вообще, я закрывал за собой двери, потому что я не Келхас, все-таки не в сарай захожу. Кровавые следы ведут к душевой, но перед этим следует скриптовая встреча с Крисом. От нее даже двери охуели и решили запечататься. Счастье — это не сама цель, а путь к ней, сказал Майлз, упав обратно вниз, убегая от Криса. Ведь нельзя встать без падения. Майлз все же проделал работу над ошибками и пошел другим путем, через тюремные камеры. Не без компании Криса, конечно же. Здравствуйте, я из компании Oriflame. Вас не интересует моя продукция? В душевой прорыта траншея канализации. Там тоже не особо тихо, и куда же без Криса, он с нами будет почти что всегда. В общем, надо спуститься еще ниже, но приходится открывать 2 вентиля, чтобы спустить воду из люка. Здравствуйте, я из компании Oriflame. Вас не интересует моя продукция? А внизу Майлза ждет кромешная тьма, как там, где солнце не светит. Игра, кстати, не дает заскучать. Идешь такой по коридору и хуякс, сразу проснулся. Ну, урод, бляха. Наверху Майлза ждет неприятный сюрприз в виде погони от шайки психопатов. И в отчаянной ситуации, когда казалось бы уже все, появляется голос незнакомца-спасителя, он открывает лифт для еды и говорит Майлзу садиться, если он хочет жить. А вот по прибытию стало понятно, что это был Ричард Трагер. Безумец посадил нашего бедного журналиста в инвалидную коляску с довольно низкой подвеской, небось еще двигатель дизель-турбо, и отвез его на хирургическую консультацию в свой кабинет. Обычно за это берут деньги, а тут бесплатно. Если еще закрыть глаза на то, что он вообще был главой отдела по развитию бизнеса, так вообще все отлично. Ох уж эти бизнес-коучи, которые мечтали стать хирургами. Когда они лезут в настоящую работу, ну вы поняли. Отрезав Майлзу пальцы, он решил удалиться из комнаты. Человек деловой все-таки, тем самым дав шанс выбраться. Вообще, Ричард классный мужик, и с ним можно классно пофлексить. 3 hours later. Я тебя выебу! Выебу, блядь! Не верю, что я тебя выебу! Я тебя выебу! Закрывайся, закрывайся, закрывайся! Видимо, не сегодня. Вторая попытка. Я тут в туалете притаился. Ну а теперь-то ты хоть закроешься? Давай, давай. Ну, нет. Ну, молодец, молодец, надежно проверил. Попался одноглазый, думал, что если в игре нельзя драться, то я не найду способа тебя победить. Ты ошибался. Основная задача этих побегушек — найти ключ от лифта и съебаться в ужасе. Казалось бы, уже вставляешь свой ключ от лифта, почти успех, но Ричард уже поджидает на этаже ниже и начинает борьбу.
Если бы лифт не помог в этой драке, Майлз бы откинул коньки, если не от Ричарда, то от болевого шока. После всего этого недоразумения, бедный журналист вылазит через люк и спускается по лестнице на первый этаж. Там стоял отец Мартин и попросил встретиться с ним на улице. Теперь главная цель — это найти отца Мартина. Вообще, я считаю, надо искать выход, а не отца Мартина. На кой хер он вообще сдался тебе? Особенно после того, как он тебя усыпил, изнасиловал и выкинул, ну не в лесу, но в карцере. Ладно, оставим это как формальность. Путь к выходу заграждает пожар. Чтобы его потушить, угадайте что? Вентили. Это тоже наши вечные друзья, как и Крис. Он, кстати, тоже тут. Обалденно. Не просто балдежно, а божественно. Балдежно. Вообще обалдежно. Пожар потушили. Я все равно считаю, лучше бы по-пионерски потушил, чтобы не рисковать жизнью. На улице мрак, дождь, уныние. Тут, кстати, я просрал единственный документ, которого мне не хватило для ачивки собрать все. Но это чисто я еблантий, потому что игра устроена достаточно просто и логично. Все документы лежат в спокойных локациях, где ни от кого не нужно убегать. Как по мне, это отлично, потому что после погони не переживаешь, что что-то забыл. Ладно, забираем ключ в сарае и залетаем в колхозный блок. Там на Майлза накинулся Волрайдер, но почему-то не убил. Это в принципе не важно. Дальше начинается дикий паркур, динамика хлещет со всех щелей. К сожалению, у Криса пробел не работает. С улицы через окно Майлз залезает обратно в здание. Отец Мартин сверху светит нам в лицо фонарем. Самое интересное, что задание было встретиться на улице, а сам он ни хера не на улице. Теперь его надо ни хера не найти, а догнать. Рофл просто. Ну, давайте догоним. И самое интересное, что дверь на 3-й этаж закрыта, а ключ находится в прачечной. Он у Трупенского, который застрял в шахте. Не знаю, зачем он туда залез, наверное, прятался от кого-то или убегал и хотел кабанчиком метнуться с 3-го этажа на 1-й. Для открытия решетки надо вставить 3 предохранителя. Они лежат прямо на блюдечке. В прямом смысле слова на блюдечке. Это 100% отец Мартин прикалывается, закрывает все вентили и вырывает предохранители. Ну тут прям все улики против него. Алтарь, сюда бы идеально вписалась батарейка к 100. И надписи на стенах. Майлз тоже сходит с ума потихоньку. Видит какой-то шум в глазах. Он сам так пишет в заметках. Вот пруфы. А потому что нехер гоняться за психопатом, возомнившим себя священником. Ага. Вообще я только сейчас сообразил, что можно было просто замкнуть контакты любой проволочкой или пальцами в конце концов. У Майлза прям вообще смекалочка отсутствует. Блядь, тебя команда была вниз падать или что? Ладно, тут уже недалеко спуститься на этаж ниже. С ключом, и жизнь бьет ключом. Идите по кровавому следу. По-моему, я всю игру иду по кровавому следу. У-ля-ля, такие моменты пугают больше всего здесь, лучше, чем любой скример. 2 этих дилдомета постоянно пытаются с 2 сторон меня зажать. Наверное, хотят бутерброд забацать. А Никста — веруны отца Мартина, и мне интересно, почему он спустя столько времени не сказал, что я его опездал, чтобы они меня не трогали. Дорога к отцу Мартину лежит через разрушенные комнаты. Впоследствии приходится паркурить, поскольку у Майлза нет 2 пальцев, и теперь у него руки дуршлаги, он уронил камеру. Она супер-ультра важное приспособление, и без нее нельзя ориентироваться в темноте. Надо спускаться вниз. Поскольку щучкой нырнуть в отверстие не получится, спускаемся стандартным способом, через гигантскую дыру в тубзике. Камера лежит вот прям в неподозрительном месте. Я там притаился! Глотайте мою пыль, вонючки. Камера, кстати, немного разбилась и генерирует скримеры, которые добавляют атмосферы, конечно. Пришел Майлз обратно, и его ждал небольшой сюрприз. Она взлетит. Как же я соскучился, дружище! Где? Что это был за 360 ноускоп? Хера себе, ты поумнел, что ли? Я думал, ща наверну с тобой кругов 350 тысяч. Вот оно, спасение. Через вентиляцию Майлз возвращается в административный блок. Там один из верунов отца Мартина говорит, что ключ к дому бога лежит в театре. И еще и фильм Грид покажут. Надеюсь, там будет Марвел. Все двери, как обычно, закрыты, но ничего страшного. Всегда есть пробитая дырка в стене. Неплохо у тебя получается. Надеюсь, за авторские права мне не предъявят.
Не Марвел, конечно, но тоже прикольно. Видимо, что-то супергеройское с глубоким смыслом. Ладно, если без херни всякой, то это последнее интервью доктора Вероники. И сейчас я немного поясню за это. Он является создателем морфогенетического кондиционирования. Получается, что все эти нечеловечно выглядящие психи его рук дело. И как вы помните, Волрайдер тоже его рук дело. Это вообще призрак. По игре есть документы с описанием подопытного, но все, что интересного там есть, его зовут Билли. Остальное в духе, когда он блеванул, когда в попу укол поставили, когда на процедуры. Я думаю, с этим ясно. Ключик как раз лежал в киноаппаратной. Теперь отправляемся в Дом Божий, часовню Маунт Мэссив. На месте эти два дилдомета не агрелись на Майлза. Ну, правильно, тут все же босс рядом. Я, кстати, держу в курсе, на Купалу не обязательно себя сжигать. Можно просто высокий костер, а потом прыгать в него. В смысле, через него. Вообще, отец Мартин спалил себя, потому что думал, что воссоединится с Волрайдером. Но нет, он просто сгорел. Забираем оттуда ключик, и дилдометы расступаются перед Майлзом. Следом идет очередная встреча с Крисом. Ничего особенного, просто обвели вокруг пальца, а потом вставили этот палец ему в сраку. Ну что же, вот он заветный ключик, вот он заветный лифт на первый этаж. А нихера, ключик запрограммирован даром божьим, и лифт спускает Майлза в подземную лабораторию, где он уже лично убегает от Волрайдера. Так что бежим от него обратно, и по пути... Опачки! 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 Крис, нет! Как же твой поросенок без тебя будет? После этих мувов открылась дверь в какой-то кабинет, а там чилит доктор Вероника. Оказывается, он живее всех живых и раскрывает все карты, а там фулл хаус. Даже я охерел от такого расклада. Волрайдер, в скобочках Билли, поддерживает жизнь Вероники. Он высосал из него все болезни, и теперь док вынужден мучиться, потому что внутри уже все гниет просто. Так что Вероника просит убить Билли, отключив его от системы жизнеобеспечения, и открыл дверь в лабораторию, где находится его физическое тело. В одной стороне комплекса насос, который обеспечивает подачу минералки в его колбу, а в другой стороне аккум, подающий электричество на аппарат. Все это сопровождается приятной компанией Билли. Осталось приложить ладошку. Отлично у них система безопасности, что каждый может свою ладонь приложить и отключить аппарат. В последних потугах Билли успевает как будто изнутри разрывать Майлза, но аппарат отключается, и наш бедняга падает на пол и пытается, сильно хромая, выбраться из лаборатории. Теперь самое интересное, на выходе его встречает доктор Вероника и шайка спецназа. Они расстреливают Майлза, и на фоне черного экрана слышно, как врывается Билли, убивает всех, и Вероника говорит, что теперь только мы тут хозяева. Вот такой загадочный конец. You have become the host. Jesus God, what is that thing? И какой вердикт? Игра отличная, ни разу даже не пыталась меня задушить. Хоть это и инди-игра, но видно, что делали ребята с душой, что вот реально им хотелось сделать хоррор. В общем, четко. Еще сразу скажу, скорее всего видоса долго не будет, потому что я ухожу на сессию в Уник, плюс ролик будет в немножко другом формате. Не говорю конкретно, чтобы сохранить интрижку. А у меня на этом все. Всем спасибо, кто смотрит, лайкает, комментирует. До скорых или не скорых встреч.